Правда в том, что у вас есть усомнился в моем слове, и это разрушает вашу жизнь, хотя вы даже не осознаете этого. Ходишь с именем верующего, а внутри думаешь: почему для меня ничего не изменилось? Почему я все еще сломлен, все еще застрял, все еще тону в счетах, пока я плачу десятину, молюсь и плачу? Я видел тебя в тишине, плачущего в одиночестве, с дрожащими руками из-за твоего банковского счета, из-за счетов, которые ты не можешь оплатить, из-за долгов, от которых ты не можешь уйти, из-за будущего, которое ты не можешь себе представить. Ты спросил меня, почему чудо не пришло, и я наблюдал, ждал, тосковал по этому моменту, потому что сегодня наступит ваше финансовое чудо. Позвольте мне спросить вас кое-что шокирующее. Когда вы начали верить, что я, Бог, ваш Создатель, ваш Кормилец, оставлю вас в нищете? Кто сказал вам, что мне нужна экономика, чтобы благословить вас? Кто прошептал вашему духу, что ваша работа – ваш единственный источник? Я не связан человеческими системами. Я Бог, благодаря которому деньги появляются во рту рыбы, в кувшинах с маслом, в руках вдовы, в неожиданных местах в божественные времена. Вы собираетесь стать свидетелем этого сами. Вы сейчас в Доме Божьем. Но ты должен остаться со мной. То, что я собираюсь раскрыть, было скрыто, спрятано на виду. Большинство никогда этого не увидит. Они будут продолжать бегать кругами, говоря о поражении, принимая нужду как свою долю. Но не ты. Вы не случайно нажали на это сообщение. Ты был вызванный. Ты был выбранный получить указ прямо с небес. То, что я собираюсь объявить вам, потрясет саму структуру вашей жизни, потому что это навсегда разрушит проклятие бедности. Да, я сказал это. Бедность – это проклятие. Нехватка неблагородна. Дефицит не является духовным. Это система рабства, и я не создавал вас для рабства. Я создал тебя для свободы. Я создал тебя для избыток. Я создал тебя, чтобы строить, давать, умножать, идти как свидетельство о том, как выглядит рай на земле. И сегодня вы сделаете свой первый шаг к этому наследию. Если вы больше ничего не слышите, послушайте это. Неожиданные деньги уже в пути. Чудесное провидение высвобождается даже сейчас, потому что ты посмел послушать, потому что ты снова осмелился надеяться, потому что ты расположил свое сердце предо мной. Но мне нужно кое-что от тебя. Оставайся до конца. Не смей щелкать мышью, не выключай это, не пропусти, что будет дальше, потому что инструкции, которые я дам тебе в ближайшие несколько минут, откроют те самые врата богатства, которые были заперты на засов. Вы увидите, как перенесенная вами боль, предательство, дефицит, растущие счета, потери – все это готовил вас к трансформации, которую вы не могли себе представить. Вот-вот откроется пророческий образец. Свидетельство, которое потрясет вас. Обещание, которое потребует вас. И молитва, которая откроет шлюзы. Вы увидите чудо, ты войдешь в деньги, твой финансы сместится. Я говорю это еще раз, это не метафора. Это не мотивационная чепуха. Это указ. И я Бог, я не лгу. Оставаться. Наблюдайте. Получать. Чудо уже движется. Его установили там уже давно. Иногда голосами тех, кто тебя воспитал. Иногда под тяжестью неудач, отвержения, предательства. И иногда оно сеялось через каждую упущенную возможность, каждую дверь, которая захлопывалась перед твоим лицом каждый день, когда ты смотрел на свою пустую жизнь. Банковский счет и сказал: «Может быть, мне просто суждено так жить». Но услышь меня сейчас, ты рожден не для бедности. Вы не созданы для того, чтобы выживать от кризиса к кризису, от зарплаты к зарплате.
проси меня помочь вам просто свести концы с концами. Нет, дитя, я Бог, и я создал тебя не для того, чтобы ползать. Я создал тебя, чтобы ты восстал. И все же что-то тайно разъедает вас. Ложь, замаскированная под смирение. Мышление, сформированное травмой. А плод дефицита, шепча, что желать большего, значит быть жадным, что искать деньги значит быть плотским, этого ожидать избыток значит отказаться от веры. Это не мой голос. Это голос твой враг. И да, любимый, у тебя есть враги. Враги, которые не носят плоти, но сидят в духовном мире, наблюдают, строят заговоры и сражаются, чтобы удержать вас в цикле выживания. Эти враги древние. Они знают вашу родословную. Они знают финансовое рабство, которое пережили ваши родители, мечты, которые умерли в руках ваших бабушек и дедушек, стереотипы поколений, в которых никогда не бывает достаточно, всегда позади, раздавленных под тяжестью долги, считая невыполненные обещания. Они знают моменты, когда вы пытались и потерпели неудачу. Инвестиции, которые исчезли. Работы, которые вас отвергли. Лотереи, в которых не звонили на ваш номер. Они кормили вас неудачами, как будто это была ваша доля. Но это никогда не было вашим наследством. Я дал тебе в наследство богатство, не плача. Обеспечение, а не бедности. Чудес, а не страданий. Но враг его исказил. Он сказал вам, что вера – это глупо. Он убедил вас, что ожидание – это мудрость, а решение – благородно. Итак, вы смирились с меньшим. Вы молились о хлебе насущном, но перестали верить из-за переполненных чанов. Вы просили у меня достаточно, чтобы оплатить счет за свет, но недостаточно, чтобы владеть зданием. Вы занизили свои ожидания, и это был его план с самого начала. Потому что, если он сможет сломать свою веру, он может заблокировать свое чудо. Вот почему ваша жизнь кажется застрявшей. Вот почему ваше сердце сжимается каждый раз, когда наступает срок аренды. Вот почему у вас дрожат руки, когда вы проводите карту в продуктовом магазине в надежде, что она не отклонится. Вот почему ты не можешь спать, потому что тяжесть нужды громче ваших молитв. Это не потому, что я вас не услышал. Это потому, что враг насаждал ложь о том, что вам никогда не суждено было процветать. Но я говорю, нет больше. Сегодня я срываю маску этого духовного вируса. Оно заразило ваши мысли. Это отравило ваш покой. И это заканчивается сейчас. Я раскрываю настоящую войну. Не только тот, что на твоем кошелек, но тот, что на твоем ценность. Потому что, когда враг убивает ваши ожидания, он может убить и вашу судьбу. Он знает, что если ты когда-нибудь поймешь, что я Бог избыток, что я все равно отменяю долги, что я еще наливаю деньги в банковские счета в одночасье, что я еще поднимаю бедняков из праха и сажаю их с королями, он теряет все. Поэтому он заставил вас стыдиться просить меня о большем. Он сказал вам, что желать – это жадность богатства, мечтать стать. Миллионер – молиться за финансы затопить. Но разве я не сказал в моем слове, что я даю вам силу для создания богатства? Разве я не говорил, что открою окна небесные и залью такое благословение, что у вас не будет места для его получения? Почему же тогда вы поверили в обратное? Потому что ложь глубока. И ложь задумана. Проклятие нехватки не случайно, оно искусственно создано. И все же, даже сейчас, когда я говорю с вами, в духе происходит трепет. Смена. Тряска. Нарушение. Вы это чувствуете? Это шевеление в твоей груди?
Это не эмоции, это присутствие моего духа, пробуждающего ту часть вас, которая все еще верит в невозможное. Вы достаточно пострадали. Вы терпели достаточно долго. Ты посеяла в слезах, и теперь вы пожнете с радостью. Но сначала осознайте, в какой войне вы участвуете. Война против вашего финансовая судьба. Война против вашего чуда. Война против вашего доверять во мне. Да, любимый, доверять — это ключ. Потому что я не хочу просто дать тебе деньги, я хочу подарить тебе миссию. Я хочу превратить твою боль в цель. Я хочу сделать твой банковский счет сосуд для моего царства, твоего богатства оружие против несправедливости, ваш избыток свидетельства для других, все еще находящихся в ловушке нужды. Я хочу вывести тебя из этой темной долины. Я хочу, чтобы ты сломал хребет страху. Я хочу, чтобы ты вернул все украденное, ваши финансы, ваша радость, ваша вера. Потому что, когда я говорю «сегодня наступит ваше финансовое чудо», я серьезно. Но ты должен продолжать слушать. Потому что то, что я покажу вам дальше, доказательство, что это не теория, это реальность. Я покажу вам свидетельство женщины, чья жизнь изменилась в одночасье так же, как и ваша. Оставаться. Не уходите от врат своего собственного избавления. Это момент перед сдвигом. Ваши враги пожалеют о том дне, когда они коснулись ваших финансов, потому что сейчас я встаю на вашу защиту. Вы слышали, как я разоблачил ложь? Вы видели войну в своем уме. Теперь позвольте мне показать вам доказательства. Не притча, не метафора, а настоящее чудо – тот, который развернулся через это самое послание. И если у вас есть вера, чтобы получить его, ее история станет настройка и оплата для твой собственный прорыв. Ее зовут Галина Петровна. Ей 57 лет. Она живет в городе Екатеринбурге, в самом сердце Уральского региона России. Женщина, мало чем отличающаяся от вас, тихая, молитвенная, когда-то погребенная под тяжестью долги, раздавленной дефицитом, игнорируемой системой. Более 15 лет она жила в однокомнатной квартире, почти неотапливаемой в суровые зимы, и работала длинными сменами на текстильной фабрике после смерти мужа. Руки ее огрубели от родов, но сердце ее оставалось нежным предо мною. Галина была верна. Она молилась, постилась, давала, когда у нее не оставалось ничего, кроме монет. Но, казалось, ничего не двигалось. Ее банковский счет оставался пустой, ее холодильник был пуст. Стены оглашались тишиной, а иногда и плачем. Она становилась на колени возле своей старой железной кровати и говорила: «Боже, если ты все еще со мной, позволь мне не умереть в этой нищете». На может 01/2025 она наткнулась на этот канал. Она почти пролистнула его, предполагая, что это очередное пустое обещание. Но я говорил с ее духом: остаться, слушай, верь. И она это сделала. Галина посмотрела сообщение под названием «Бог говорит, деньги появятся там, где вы меньше всего их ожидаете». Она услышала призыв к объявить, к доверять, к сеять семя веры не только деньги, но надеяться. Дрожащими руками она прочитала последнюю молитву. Она сказала вслух со своим сильным русским акцентом: «Я верю, что мое финансовое чудо наступит сегодня». А затем она сделала нечто радикальное, то, что большинство игнорирует. Она открыла свой старый ящик, вытащила единственные деньги 2000 рублей, примерно $22, и отдала. Не для того, чтобы купить чудо. Но как декларация, я отказываюсь еще раз склониться перед бедностью. Теперь слушайте внимательно. Потому что то, что произошло дальше,
это не история, это чудо. Через 3 дня на, может, 2025 г. Галине позвонили из мэрии Екатеринбурга. Женщина по имени Татьяна, младший клерк, рассказала ей, что проверка пенсионной документации выявила невыплаченный фонд вдовы, оставленный бывшим работодателем ее покойного мужа компании, которая обанкротилась в 2006 году. Никто не трогал ее почти 20 лет. Но каким-то образом ее имя всплыло. Количество. 827 тысяч рублей. Все кончено $9000 США, абсолютное счастье для человека в ее положении. Средства были зачислены на ее счет в течение 48 часов. Банковский счет. Непредвиденный. Незаслуженно. Необъяснимый, кроме как моей рукой. Галина плакала. Она даже не знала, как рассказать об этом своим друзьям, потому что никто в это не поверил. Но она написала на этот канал. Она сказала: «Бог чудес жив. Меня забыли люди, но помнят небеса». Ее письмо, датированное, может, 2025 года, остается заархивированным в наших записях доказательства из моего присутствия, мое руководство и мое вмешательство. Это была неудача. Это была не бюрократия. Это было мое время. Понимаете, Галина Вера столкнулся с моим божественным календарем. И когда вера соответствует назначению, чудо извергается. И это, возлюбленные, не только ее свидетельство. Это ваша установка. За то, что я сделал для Галины, я сделаю и для тебя. Прижали, встряхнули и перебежали. Вы должны это увидеть. Вы должны это заявить. Вы должны знать, я не ограничен странами, правительствами, зарплатами или временем. Я могу сделать так, чтобы твое имя всплыло в залах заседаний, в судах, в забытых архивах, в сердце того, кто тебе должен и даже не знает об этом. Я выпустил неожиданно деньги к вдове на Урале. Я разместил богатство в ее измученные руки. И теперь я говорю вам, твое чудо уже движется. Это твой выплата и настройка, указатель, установленный перед вашими глазами. Ты не следующий, ты сейчас. Ваше чудо – это сегодня. Но поверите ли вы? Вы объявите. Будете ли вы сеять с верой, что эта история не легенда, а живое пророчество? Потому что то же самое Бог, который добрался через океаны до дома Галины, стоит сейчас в твоей комнате. Он слышал твои ночные крики. Он видел уведомление о выселении. Он видел, как стресс разъедает ваше здоровье. И он говорит: «Я еще не закончил с тобой. Я только начинаю». Избыток, о чем вы только мечтали, это не просто возможно. Это уже в движении. Так вставай, любимый. Поднимите глаза. История Галины – это не ваша зависть, это ваше подтверждение. Ты следующий. Держись рядом сейчас. Потому что в следующей части я покажу вам, как работает этот чудо-принцип, что его открывает, и как вы можете позиционировать себя точно, где стояла Галина, на пороге божественное банковское хранилище небес. Цикл нехватки разрывается. Чудо началось. Теперь услышь меня ясно, чудо Галины не было случайным. Это была неудача. Это не было совпадением. Это не была услуга, предназначенная для немногих. Это была демонстрация божественный принцип, духовный закон, который я привел в действие для каждого, кто осмелится поверить. И теперь необходимо задать вопрос: будете ли вы следующим, кто встанет под открытые небеса, или уйдете всего в нескольких дюймах от наводнения? Позвольте мне рассказать вам правду, которую большинство никогда не узнает. Чудеса не волшебны, они активируются. Они не заработаны, но они выровнены.
То, что вы видели, как я делал в жизни Галины, я готов сделать и в вашей, но вы должны спросить себя, ты позиционируешься? Вы готовы? Моральная дилемма начинается здесь. Многие хотят благословения, но отказываются от позы. Многие просят меня богатства, но их умы все еще охвачены страхом. Они просят деньги, но их рты полны жалоб. Они жаждут увидеть, своих банковский счет переполняются, но они удерживаются, когда я говорю им сеять. Они хотят избыток, но они цепляются за свои монеты, как за идолы, не осознавая, что я дал им эти монеты, чтобы проверить силу их веры. Это не наказание, это принцип. Позвольте мне задать вам вопрос, что бы вы сделали на месте Галины? Осмелились бы вы говорить о жизни поверх своих финансов после 15 лет молчания и борьбы? Стал бы ты сеять последние рубли, когда твоя кладовая была почти пуста? Вы бы выстояли, когда все вокруг кричало «уже слишком поздно». Истина в том, что многие из вас живут ниже своего наследия, потому что вы следуете тому, что видите, а не тому, что я обещал. Но мое слово не привязано к вашей реальности, оно предназначено изменить вашу реальность. Я не сказал «возможно». Я сказал, сегодня наступит ваше финансовое чудо. Это не предложение, это указ. Оно основано на том же самом власть, которые раздвинули море, умножили хлеб и призвали деньги изо рта рыбы. Итак, теперь я даю вам инсайдерские знания королевства. Чудо движется туда, где течет вера. И вера живет не в твоих намерениях, она живет в твоих действиях. Галина активировала поток. Она посеяла не только свои деньги, но она доверять. Да, она молилась с отчаянием, но она также молилась и с ожиданием. И на этом большинство останавливается. Они плачут, но не двигаются. Говорят, но не сеют. Они просят, но не ждут. Позвольте мне спросить вас еще раз, что ты сделал с тем, что я уже дал тебе в руки? Вы просили избыток, а что ты сделал с маленьким? Вы кричали о богатстве, но были ли вы верны в ожидании? Ты хочешь неожиданные деньги, но освободили ли вы место в своей жизни для его получения? Я хочу, чтобы ты подумал сейчас. Подумай о чуде, которое я уже приготовил. Это может прийти через забытое наследство. Это может произойти в результате неожиданного юридического урегулирования. Возврат, незнакомец, незапертая дверь, неожиданный депозит в твой банковский счет, что никто не может объяснить, кроме меня. Я делал это раньше. Я делаю это снова. Я могу прикоснуться к вашему имени, к проекту, дать вам услугу с кем-то, обладающим властью, высвободите божественную связь, которая в одночасье изменит вашу жизнь. Но вы должны быть на позиции. Вы должны действовать. Вы должны заявить: «Я разрушаю проклятие нехватки. Я получаю избыток. Я стою в благословении Авраама. Я сотрудничаю с небесным домостроительством». Вы должны молиться, словно чудо уже движется. Вы должны сеять, как будто вы доверяете мне пополнить. Вы должны говорить, как будто ты уже видел деньги попасть в твои руки. Вы не можете жить по мирской системе и ожидать наград царства. Система говорит «накопить». Королевство говорит «освобождение». Система говорит «готовьтесь к неудаче». Королевство велит подготовить хранилище к переполнению. И это час выбора. Предзнаменование окружает тебя сейчас. Следующие несколько дней необычны. Как я привел в движение чудо Галины, когда она смотрела это сообщение, так и сейчас я активирую ваше. Разворачивается божественная линия времени, и вы должны идти по ней с верой. Поднимешься ли ты в вера? Будешь ли ты доверять моему руководству?
Поверите ли вы, что я говорю прямо с вашим банковский счет, прямо к вам финансы, прямо в каждую область, где противник пытался вас заковать в недостаток? Потому что вот что я хочу, чтобы вы знали, это чудо не только для вас. Это для детей, которые смотрят на тебя. Для сообщества вокруг вас. Для людей, которые однажды услышат твою историю и скажите: если Бог мог сделать это для них, Он может сделать это и для меня. Вот почему я призываю вас подняться. Потому что избыток – это не только благословение. Это миссия. Вы будете строить вещи. Вы будете финансировать министерство. Вы отмените чужие долги. Вы разорвете циклы. Ты будешь наливать деньги в место, где вы просили о помощи. Вы станете ответом на молитвы, о которых другие даже не молились. Но все начинается с решения. Ответ. Поза ожидания. Семя доверия. Чудо сегодня. Смена сейчас. Одинаковый Бог, кто пересек океаны, чтобы влиться в жизнь Галины, проникает и в вашу. Поэтому я спрашиваю вас еще раз, будете ли вы двигаться в вере? Или ты упустишь свой момент? Потому что следующая часть этого сообщения – это вообще не сообщение, а релиз. Я объявлю благословения, обетования, написанные в Писании, и проговаривайте их в своей жизни во всей полноте. Власть небес. Оставаться. Подготовьте свое сердце. Откройте руки. Трансфер уже близко. И твое чудо уже прибывает. Да, любимый, это правда, ты уже благословлен. Вы не ждете прихода благословения, вы осознаете тот факт, что оно уже пришло. В движение. Даже сейчас ангелы отправляются. Даже сейчас деньги, то, что было удержано, высвобождается. Даже сейчас цепи недостаток, мучения долги, тревога по поводу неоплаченного счета, страх, который сжимал твое сердце каждый раз, когда ты открывал банковский счет, они ломаются. Сегодня наступит ваше финансовое чудо. Это не фраза мотивации, это голос «Господь Бог твой», и я не зря говорю. Я заявил в моем слове: Господь откроет тебе доброе сокровище свое, небо, чтобы давать дождь земле твоей во время свое и благословлять все дела рук твоих. Ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь. Брать взаймы. Второзаконие 28:12. Разве вы этого не видите? Сама система благословения всегда предназначалась для того, чтобы сделать вас кредитором, источником, рекой, а не нищим, не рабом кредита, не задыхающимся от нужды. Мое присутствие теперь влияет на твои финансы. Места, которые казались мертвыми, снова начинают дышать. Мечты, которые вы похоронили, потому что сказали «я никогда себе этого не позволю», пробуждаются. Захлопнувшиеся двери дрожат на петлях. Контракты, возвраты денег, чеки, звонки – это не случайности. Это поручения небес, переданные от вашего имени. Ты должен знать это, любимый. Я не ограничен временем, нацией, зарплатой или правительством. Я выхожу за пределы границ. Я действую вне правил фондового рынка. У меня есть скот на 1000 холмов. Я создал золото и серебро, и земля моя во всей ее полноте. И я говорю тебе сейчас, поднимите глаза. Оглянитесь вокруг. Рост уже в поле. Да, он все еще может выглядеть сухим. Да, счета все еще могут лежать на столе. Но сдвиг произошел в духе. И когда это произойдет там, это произойдет, конечно, проявиться здесь. Вам повезло получить. Вы благословенны, потому что вы верили, даже плача. Вы благословлены,
потому что вы сеяли, даже трепеща. Вы благословленны, потому что вы заявили об этом даже тогда, когда сомнение постучало в вашу дверь. Теперь я изливаю в тебя то, что ни один человек не может закрыть. Я благословляю ваш дом, ваши руки, ваш труд. Я приказываю освободить тебя банковский счет, поворот в вашем финансы, отмена долги, сверхъестественный поток деньги – это невозможно объяснить логикой, только моим чудо. Благословен ты, когда выйдешь, и благословен ты, когда выйдешь. Второзаконие 28:6. Он сокрушит твоих врагов, восстающих против тебя перед твоим лицом. Второзаконие 28:7. Каждый духовный враг, который пытался саботировать вашу судьбу через бедность, сейчас падает. Старый голос, говоривший «ты всегда будешь разорен», замолкает. Модель, гласившая «вам никогда не будет достаточно», разрушена. Цикл выживания заканчивается. Цикл сверхъестественного избыток начинается. Это благословение предназначено не только для сегодняшнего дня. Вечный. Потому что ты вошел в выравнивание, ты стал сосудом для непрерывного перелива. Как написано, «И силен Бог сделать так, чтобы у вас изобиловала всякая благодать, так что, имея достаточно всего во всем и во всякое время, вы изобилуете во всяком добром деле». 2 Коринфянам 9:8. Вы это видите? Вам просто не хватит. У вас будет более чем достаточно, чтобы строить, благословлять, финансировать, высвобождать, ходить как столб щедрости. Вот кто вы во мне. Распространитель богатства. Носитель финансов царства. Свидетельство в движении. Ты больше не хвост, ты голова. Вы больше не внизу, вы поднимаетесь выше. Вы больше не тот, кому не хватает, вы тот, кто умножает. И это только начало. Потому что то, что вы сейчас ввели, это не просто резерв, это цель. Вы приступили к своему назначению как тот, кто несет финансовая выгода. Каждый шаг, который вы сделаете с этого момента, благословлен. Каждая дверь, в которую ты стучишься, должна открыться. Каждое место, куда ступят ваши ноги, получает масло моего одобрения. Так что радуйся, любимый. Улыбка. Стоять. Поднимите руки. Вы стоите в чуде. Ты входишь в свое наследование. Вы поднимаетесь в избыток. И я, Бог, заявили об этом. И то, что я благословляю, никто не может проклясть. Теперь, возлюбленные, стойте спокойно и широко откройте свое сердце. Ибо то, что вы собираетесь получить, это не просто молитва, это божественный указ, произнесенный из дворов небесных в почву вашей души. Я говорю о тебе сейчас, как Бог, который раздвигали море, умножали нефть и разрывали цепи заключенных в полуночных тюрьмах. Я говорю сейчас, как Бог Галины Петровны, 57-летней вдовы из Екатеринбурга, которая стояла там, где стоишь ты, которая верила, когда все кричало невозможной, и кто смотрел неожиданные деньги проникнуть в ее жизнь из источника, который мог организовать только я. Ее чудо не было последней главой, это было настраивать для твоего. Итак, поднимите руки. Воспринимайте этот момент не как рутину, а как откровение. Произнесите эти слова вслух не как ритуал, а как выпускать. Молитва Небесный Отец, мой Бог, мой провидец Эль-Шаддай, Бог более чем достаточного сегодня я предстаю перед тобой не в сомнении, не в страхе, а в вере. Я верю, что ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Я верю, что так же, как вы вспомнили Галину, вы помните и меня. Ты видел каждую из ее тихих ночей. Ты слышал ее, когда она плакала: «Не дай мне умереть в нищете». И ты переехал. Ты породил богатство из места, давно похороненного.
Вы вызвали забытую запись, активировали правительственный процесс и использовали его во благо ей. И теперь я заявляю, ты делаешь то же самое для меня. Господь, я принимаю истину Второзаконии 8 часов 18 минут, в котором говорится, это Он дает вам силу приобретать богатство, чтобы подтвердить свой завет, в котором Он клялся отцам вашим. Я заявляю, что хожу в заветном богатстве. Я заявляю, что Ты даешь мне мудрость, откровение и возможности творить, привлекать и умножать деньги не за жадность, а за Царство Твое. Ты обещал в Малахии 3 часа 10 минут. Внесите всю десятину в хранилище и посмотрите, не открою ли я окна небесные и не залью благословение, так что не будет достаточно места, чтобы принять его. Господь, сейчас я готов принять этот избыток. Я нарушаю соглашение со страхом. Я нарушаю согласие с недостатком. Я разрушаю каждую ложь, которая говорила мне, что я никогда не буду свободен. В соответствии с 2 Короля 4 ты наполнил кувшины вдовым маслом, так что кувшинов не осталось. Я твой сосуд. Наполни меня сейчас, пока я не переполнюсь. Позволять мой банковский счет переполнения. Пусть проекты, над которыми я работаю, внезапно обретут благосклонность. Пусть документы, которые я представил, предстанут перед лицами, принимающими решения. Пусть то, что было утаено, теперь будет высвобождено. Пусть божественные задержки превратятся в божественные поставки. Позволять неожиданные деньги начать течь. Отец, я стою на Псалом 22, 1. Господь, мой пастырь, и я не буду нуждаться. У меня не будет недостатка. Я не буду страдать от недостатка. Я не буду жить ниже своего наследства. Поскольку ты со мной, я выхожу из долины на зеленые пастбища. Пусть мантия, которая была на Иосифе процветание во время голода, продвижение по службе в цепях падет на меня. Пусть благосклонность, которая охватывала Эстер перед царем, теперь откроет двери, которые никто не может закрыть. Пусть сила, которая поддерживала Руфь на ее поле, теперь приведет меня к моему урожаю. И теперь, Боже, я объявляю слова, которые заявила Галина. Я верю, что мое финансовое чудо наступит сегодня. Не завтра, не в теории, не в смутной надежде, но сейчас. Я освобождаю свою веру. Я отпускаю свое ожидание. Я сажаю свой семя в духе. И я получаю избыток, вы обещали. Пусть каждый доллар, присвоенный моему имени, найдет меня. Пусть каждый человек, посланный благословить меня, будет взволнован. Пусть каждая система, призванная подавить меня, потеряет свою власть. Я говорю услуга над моим финансом. Я говорю умножение над моим деньги. Я говорю богатство в мой банковский счет. Я говорю трансформация за всю мою финансовую жизнь. Потому что Твое Слово истина. Ваше обещание несомненно. И ваше присутствие здесь. Ты Бог Галины. И теперь ты снова доказываешь себя во мне. Аминь. Возлюбленное дитя, сейчас ты стоишь на берегу реки, которую невозможно повернуть вспять. Что-то вечное было приведено в движение. Это уже не просто учение, не только послание, это божественная встреча. В присутствии ты чувствовал, что каждое слово было не эмоциями, не воображением, это было мне. Я, Бог твоей судьбы, тот, кто держит богатство в моих хранилищах, который повелевает легионами ангелов над твоим финансы, ворвались в вашу жизнь. И я не говорю пустых слов. Я заявил об этом. Сегодня наступит ваше финансовое чудо. Не в теории, не в метафоре, но на самом деле.
В мире, где вы живете, в измерении банковских книг и просроченных платежей счета, в шуме квартплаты и пустых холодильниках и монтаже долги, я вставил мое слово. Мое слово, которое отвергает отчеты, сводит на нет дефицит и освобождает деньги в сухие места. Вы не просто слышите это, вы внутри него сейчас. Даже сейчас мой дух пробуждает ваш дух. Вы можете почувствовать слезы. Вы можете почувствовать дрожь в теле, напряжение ослабевает, тепло поднимается в груди. Это не совпадение. Это дух трансформации, сигнализируя о том, что что-то древнее и гнетущее было сломано. Проклятие бедности сломался. Вы переступили порог. Избыток уже начал течь. Теперь иди, дитя мое, иди смело в землю, которую я приготовил для тебя. Вы не возвращаетесь к той жизни, которая была у вас до этого слова. Вы не возвращаетесь в старый цикл недостаточности, рутину финансового страха, привычку сводить концы с концами и надеяться, что все не развалится. Нет. Эта жизнь закончилась. Вы перешли границу. Этот момент знаменует ваш вход в новую экономику, экономика небес. Теперь вы действуете по указу моего изобилия. Вы руководствуетесь моими обещаниями, а не человеческими прогнозами. Твой банковский счет больше не будет отражать нестабильность мира, он будет отражать мой завет. Ты больше не слуга долги, ты наследник, божественное наследие. Вы больше не молитесь из ямы, вы провозглашаете из дворца. Помните это, продвижение Иосифа по службе произошло в разгар голода. Пока Египет дрожал, Иосиф процветал. Пока другие просили, он раздавал. И теперь та же самая мантия на вас. Вам предстоит испытать, что значит процветать в засуху. Там, где другие видят спад, вы увидите обеспечение. Там, где другие видят завершение, вы увидите возможность. Вы будете получить неожиданные деньги. Оно придет по каналам, которых вы не ожидали: подарки, отказы, забытые претензии, благосклонность в оформлении документов, восстановлении кредита, умноженные инвестиции, сверхъестественное обеспечение. Я вложу твое имя в уста тех, кто принимает решения. Я подниму вашу заявку на вершину стека. Я пошлю людей, которые должны вам доброту, щедрость и даже задолженность по зарплате, и они будут вынуждены действовать. Вы не пропустите этот момент. Вы не будете саботировать это. Вы не будете спать во время этого божественного посещения. Дух руководства, теперь вам предстоит помочь вам управлять тем, что выпускается. Это больше, чем деньги, это миссия. Это трансформация. Я настраиваю тебя не просто на получение, но на то, чтобы править. Не просто выжить, а сохранять. Вы будете избавителем для других. Точно так же, как история Галины пробудила вашу веру, ваша история взбудоражит народы. И теперь я говорю вам эти последние благословения. Я благословляю твои глаза видеть двери там, где другие видят стены. Я благословляю ваши уши, чтобы вы могли ясно слышать мой голос и игнорировать звук страха. Благословляю руки твои, чтобы все, к чему ты прикасаешься, процветало. Я благословляю ваши уста, чтобы ваши заявления формировали вашу реальность. Благословляю дни ваши, чтобы они были наполнены божественными назначениями и небесным благоволением. Я благословляю ваши ночи, чтобы они были наполнены покоем, миром и откровением. Я благословляю твой банковский счет. Оно больше не будет местом беспокойства, но будет символом моего избытка. Я благословляю твои финансы. Они больше не будут ускользать сквозь пальцы, а собираются и растут. Я благословляю твои деньги. Оно уже не будет пожираться пожирателями, но будет умножаться и строиться. Я благословляю твое богатство. Оно не только придет,
но и останется и будет служить божественной цели. Чудо началось. Так что идите вперед с авторитетом ребенка, которого посетили небеса. И помните, вы не просто смотрели это сообщение, ты вошел в это. Вы являетесь частью этого. Теперь вы являетесь живым доказательством того, что Бог все еще обеспечивает, по-прежнему восстанавливает, по-прежнему благословляет свой народ способами, которые бросают вызов логике и разрушают ограничения. Скажите это сейчас и скажите это с огнем. Я никогда не буду прежним. Я получил свое чудо. Я буду ходить в своем изобилии. Я выполню свое задание. Во имя Иисуса. Это не прощание. Это продолжение. Я встречу тебя снова в следующем слове, в следующий момент, в следующем чуде. А пока оставайтесь в потоке. Оставайтесь в вере. Оставайтесь на позиции. Шлюзы открыты. Ваше имя написано на чуде. Богатство движется. Чудо сегодня. И ты уже идешь в нем. Но вот здесь многие упускают это из виду. Многие слышат, но не удерживаются. Многие чувствуют огонь, но уходят от него. Они относятся к божественному вмешательству как к эмоциональному моменту. Они возвращаются к мукам страха, ритму нехватки, циклу забвения. Не делайте этого. Не в этот раз. Не с этим словом. Я привел вас сюда не для того, чтобы вдохновить вас на час. Я привел тебя сюда, чтобы реконструировать свою реальность, чтобы построить новый фундамент под ногами. Чтобы инициировать поток благосклонности, это невозможно остановить. Ни начальство, ни инфляция, ни разрушенные семейные устои, ни даже ваши прошлые ошибки. Когда я говорю, что отпускаю неожиданные деньги, когда я говорю, что меняю твой банковский счет, когда я говорю, что сажаю богатство в вашу жизнь, это не поэтично. Это буквально. И теперь, как и Галина, моя дочь в России, которая поверила лишь прерванной молитвой и дрожащим голосом, ты должна сделать последний шаг. Она не остановилась на слушании. Она взволнованной. Она посеял. Она заявил. Она доверенной. И она получила. Ее чудо было твоим настраивать. Ты ее расплачиваться. Вы – следующая глава того же свидетельства. Итак, вот о чем я вас прошу. Не потому, что мне это нужно, а потому, что ваш дух должен оставаться в гармонии с уже происходящим чудом. Вернись. Вернитесь к этому сообщению. Не относитесь к нему как к одному слову, а относитесь к нему как к началу нового языка. Играйте в нее снова, пока это не станет не просто вдохновением, а личностью. Помолитесь еще раз. Пусть слова моих обещаний, провозглашенных в силе священными писаниями, станут дыханием вашего утра и последним звуком ваших ночей. Посейте еще раз. Возьмите то, что у вас есть, даже если оно маленькое, как вдове лепта, и передайте это в доверительное управление. Не для того, чтобы купить благословение, а для того, чтобы высвободить свою веру в благодатную почву. Говори еще раз. Не просто шепотом. Смело высказывайтесь о своем финансе, ваш дом, ваша работа, ваши дети, ваше будущее. Поговорите с долги и объявить, вам заплатят в полном объеме. Поговорите с счета и скажи, провизия прибывает. Поговорите со своим банковским счет и вызвать депозиты, которые берут начало в счетах небес. И да, оставаться на связи к источнику моего голоса через этот канал. Это необычные сообщения. Это пророческие назначения. Это священные посещения, и вас учат не выживать, а править. Вы больше не один в толпе.
Теперь вы отмечены, увидены, выбраны для миссии, которая включает в себя богатство, щедрость, восстановление и трансформация. Позвольте мне еще раз сказать вам то, что я сказал вам с самого начала. Сегодня наступит ваше финансовое чудо. Это не вывод, это ваш запуск в нечто божественное. Я назначил вас на повышение. Я обеспечил вам благосклонность. Я помазал тебя на щедрость. Я создал тебя для переполнения. Деньги приближаются. Избыток течет. Благословение множится. И миссия ясна. Вы будете благословлены, чтобы вы могли благословлять и других. Вы получите, чтобы вы могли восстановить других. Ты поднимешься, чтобы ты мог спасать других. Вы не отойдете от этого слова по-прежнему. Вы уходите как носитель новой личности, Дитя Божье. Благословенный. Одобренный. Выбран. Бесплатно. Богатый духом и вскоре богатый руками. Итак, прежде чем покинуть эту божественную встречу, сделайте последний шаг, введите это ниже. Я получаю свое финансовое чудо. Не в качестве комментария. Как завет. Как пророческий сигнал вратам небес и силам тьмы, в которые вы верите. Что вы готовы? Что ты выровнен? Произносите это вслух, пока печатаете. Почувствуйте, как оно поднимается из глубины вашей души. Посмотрите, как мой дух подтверждает это в вашей атмосфере. Затем скоро вернусь снова. Ибо следующее слово, которое я скажу, не просто созидает вас, оно умножит тебя. Ваше путешествие в духе избыток только началось. Я тебя люблю. Я видел тебя. Я позвонил тебе. И я, твой Бог, будет следовать с тобой за каждым обещанием, которое я дал. Иди теперь с миром. Иди сейчас в ожидание. Чудо не приходит. Оно прибыло. И твоя жизнь никогда не будет прежней.